Аленушка, пожалуйста, дай мне попить воды из копытца. Вернись, вернись ко мне. И он стал козленочком. Привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется «Брат и сестра». Это брат, это сестра. Брат и сестра. Жили-были мужчина и женщина, и были у них два ребенка, сын и дочь. Однако родители умерли. Сын и дочь остались одни. Дочку звали Аленушка, а сына звали Иванушка. Да? Брат и сестра. Сестрица Аленушка, брат, братец Иванушка. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Аленушка пошла на работу, и она взяла с собой Иванушку. И они идут очень долго по широкому полю. И Иванушка хочет пить, да? Пить. Иванушка говорит: Аленушка, сестрица, пожалуйста, я хочу пить. Аленушка говорит: подожди, скоро будет колодец, да? Это колодец. И из колодца ты можешь попить. Иванушка говорит: хорошо. И они опять идут, а солнце высоко, колодец далеко и очень жарко. И вдруг Иванушка видит копытца коровы, да? Это копытца коровы, полное воды. И Иванушка говорит: сестрица, Аленушка, пожалуйста, я хочу пить. Она говорит: нет, не пей, Иванушка. Если ты попьешь из копытца коровы, ты станешь теленочком. Теленочек – это ребенок коровы, да? Иванушка говорит: ох, хорошо. Иванушка послушался Аленушки, и они пошли дальше. И они идут, а солнце высоко, колодец далеко и очень жарко. Иванушка, и вдруг он видит копытца лошади, и он говорит: Аленушка, пожалуйста, дай мне попить воды из копытца. Аленушка говорит: нет, Иванушка, нельзя. Если ты попьешь, то ты станешь жеребеночком. Да? Жеребенок – это ребенок лошади. Вот. Иванушка говорит: ах, хорошо. Да? Иванушка, он терпит, но это трудно, но он терпит. И они дальше идут, а солнце высоко, колодец далеко и очень жарко. И вдруг Иванушка видит копытца козы, полное воды. И Иванушка говорит Аленушке: Аленушка, я больше не могу терпеть. Я буду пить эту воду. А Аленушка говорит: нет. Такая. Но Аленушка не успела. И Иванушка попил воды из копытца козы. И он стал козленочком.
И стала Аленушка плакать. Иванушка, почему ты меня не послушал? А Иванушка, козленочек, он просто прыгает вокруг нее, и ему все хорошо. В это время мимо ехал купец. Это купец. Аленушка плачет, и он спрашивает: что случилось, девица? Почему ты плачешь? И она ему рассказала о ее проблеме. Тогда он сказал: будь моей женой. Да, женой. И козленочек будет с нами вместе жить. И она подумала и сказала: да, я согласна. Она недолго думала. И они стали жить вместе, втроем, да, и козленочек тоже и ел, и пил. Вместе с ними была большая, хорошая семья. Кстати, если вам нравятся такие истории, и вы хотите финансово поддержать мой проект, то вы можете заглянуть к нам на Patreon. Там у нас есть транскрипции к этому эпизоду и к другим, а также аудиофайл, который вы можете слушать где угодно, когда угодно. Таким образом вы можете практиковать ваши навыки слушания. И также иногда мы проводим разные встречи, игры, квизы и тому подобное. Ссылка под описанием этого видео внизу. Однажды купец ушел на работу. И дома была только Аленушка, сестра, и братец Иванушка, козленочек. И в это время к дому подошла ведьма. Да, это ведьма, как Баба Яга, и как Гермиона Грейнджер. И только страшная. Но она ласково сказала Аленушке: Аленушка, пойдем купаться на реку. Да, это река. И Аленушка говорит: да, пойдем купаться. И когда они пришли на реку, то ведьма атаковала Аленушку. Такая: ха-ха! И она привязала камень тяжелый на шею Аленушки и бросила Аленушку в реку. А сама она превратилась в Аленушку. Она одела ее одежду и пошла обратно домой. Дома все не узнали ведьму. Они думали, это Аленушка. И когда купец вернулся домой, он тоже думал, что это Аленушка. Однако козленочек, он знал правду. И он был очень грустный. Он ничего не пил, ничего не ел. Каждый день он ходил на реку и звал Аленушку. Он говорил: Аленушка, сестрица моя, вернись, вернись ко мне. Да? И однажды это услышала ведьма. И она не хочет, чтобы люди знали, где на самом деле Аленушка. Поэтому она стала просить купца убить козленочка. Да, она хочет его убить. Но купец, он привык к козленочку. Он стал его немного любить, да? Но ведьма столько раз его просила, что он согласился. И тогда они начали делать большой костер, да, костер, чтобы приготовить козленочка и съесть его. Поэтому козленочек узнал, что будет, и он говорит купцу: пожалуйста, можно я схожу в последний раз на реку и
попью воду. Он такой, хорошо, иди, иди. И козленочек побежал на реку быстро, быстро, быстро. И он говорит его сестре, он так громко закричал: «Аленушка, сестрица моя, вернись, вернись ко мне. Они сделали большой костер. Они хотят меня убить и съесть». А из реки ему отвечает Аленушка, да? Она такая: «Иванушка, Иванушка, я лежу на дне, на мне тяжелый камень, да, камень и песок на груди, да, это песок на груди, вот, и она не может встать, а ведьма ищет козленочка и говорит работнику: «Эй, работник, иди, найди козленка и приведи его ко мне, будем его убивать». Ужас, да? А слуга, работник, идет на реку, да, на реку, и он видит, что козленочек кричит: «Аленушка, сестрица моя, вернись, вернись ко мне. Они сделали большой костер. Они хотят меня убить и съесть». А из реки ему отвечают: «Братец мой Иванушка, я лежу под водой, на мне тяжелый камень и песок на груди». Тогда работник: «О, это же Аленушка!» Он все понял, он побежал быстрее к купцу, все ему рассказал. Тогда все люди из деревни пришли на реку и забросили сети, это сети, и вытащили Аленушку из реки. Они ее дали ей хорошую одежду, красивое платье, и Аленушка ожила и стала красивее, чем была раньше. А Иванушка, козленочек, когда ее увидел, он был так рад, что он 3 раза прыгнул сальто, так, и превратился снова в мальчика, в Иванушку. Вот, и стали они вместе жить счастливо, и все было у них хорошо. А ведьму они привязали к хвосту, да, хвост у лошади, и отправили ее в поле. Это все на сегодня, друзья. Если вам понравилась такая история, и вы хотите видеть больше подобных историй, то не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Также вы можете угостить меня кофе на сайте coffee.com/inrussianfromafar. Это все на сегодня. Спасибо, друзья. До скорого. Пока-пока.